Как русским в Черногорском Ульцине после Санкт-Петербурга? Гипермаркет для торговли рабами. Так это было в прошлом. Пляж, на который не ступает нога мужчины. Зимой можно? Пиратское гнездо Адриатики. Рассказ от настоящего гида. Что связывает ветрогенераторы и фламинго? Все это Ульцинь. Какой чек в ресторане на юге Черногории? Места надо знать. Расскажу вам сегодня о городе Ульцинь. Это в Черногории. Несколько лет назад перелетела в Черногорию и поехала, взяв машину в аренду, куда глядят глаза. И доглядели они до границы с Албанией. Городок Ульцинь там находится, самый солнечный в Черногории. Я увидела потрясающий огромный пляж длиной 12 километров. Эти просторы меня просто поразили после маленьких бухточек центральной части и северной побережья Черногории. Велика плажа Ульцинь, юг Черногории. Он простирается от самого города Ульцинь до границы с Албанией. Завершается Ада Баяной. Это не только самый протяженный пляж на Адриатике, но и самый длинный пляж в Европе. Вы видите, какой ветер сильный здесь. Вот примерно в 12 часов дня каждое утро начинается такой ветрина. На самом деле это знойный ветер, от него совсем не холодно, и летом он спасает от жары. На подъезде к Ульциню нас встречают стражники южных территорий. Огромные ветрогенераторы виднеются издалека. По данным Евростата, в Черногории больше половины потребляемой электроэнергии вырабатывается из возобновляемых источников. Представляете, как эту махину сюда привезти было и установить? О южных генераторах обязательно расспросим наших друзей в Ульцине. Мы уже в Ульцине. Вот они, наши друзья. А вот мы и въехали в Ульцинь. Городок небольшой. Население его немногим более 10 тысяч человек. Мы встретились в Ульцине с Еленой и Алексеем. И это ребята из России, которые 7 лет уже живут здесь и обещали нам рассказать про самые интересные места, которые они видят таковыми. Ну, привет. Пойдем? Да, пойдем. Наш проводник на сегодня и маленькая Синдерелла, Синди сокращенно, уроженка Санкт-Петербурга, живет здесь, в Ульцине, также уже 7 лет. По коням для начала поднимемся на один из холмов, чтобы увидеть Ульцинь сверху. Мам, Дед Мороз! Забавно на фоне такого яркого солнца Дедушку Мороза увидеть. Второй человек в Черногории, которого встретила лицензионного гида. Но на самом деле нас много, очень. Просто это действительно сейчас процедура очень трудная, получение. Обучение, все это дорого, реально дорого, сложно и очень сложные экзамены, потому что они не имеют логики никакой под собой. Проходили мимо паркинга и указаны владельцы парковочных мест. Как вы видите, явно не албанские имена и не черногорские, сербские. Это вид на центр Ульцина. Мы находимся на одной горе, которая называется Пиниш, ну или Сосновка по-русски. А напротив нас другая гора, которая называется Метеризи. Под нами главная улица города, она же единственная, да, с магазинами, с бутиками, с кафешками, со всем остальным интересным. Она выходит прямо на малую плажу и к городской крепости. Не успели мы начать нашу беседу, как раздался громкий зов муллы на молитву с минарета. Доминирование мусульманского населения – одно из отличий Ульциня в Черногории. А на глаза попался православный храм. Это единственная действующая православная церковь в городе, которая осталась. Их было изначально, конечно, больше, но сейчас она по факту единственная, которая в центре. В центре города у нас еще 6 мечетей и 2 больших католических храма, реально больших. И соотношение такое. Дело в том, что у нас преимущественно албанское население, и северные албанцы, они в основном католики. Первое, чем вам похвалятся ульциняне, что здесь это Миранград, то есть у нас тихо, мирно, спокойно, нет никаких конфликтов, но это не привычка, это благоразумие, это дисциплина. И я думаю, что большая работа
Министерства внутренних дел с диаспорами, потому что на самом деле все понимают, что тут все это, этот мир куплен дорогой ценой. Мы на Бахче под городом Улцинь в Черногории. Сезон арбузов уже прошел. Вы видите, на поле осталось их совсем немного. Но вот так растут ульцинские знаменитые арбузы. Считается, что они очень вкусные, даже вкуснее, чем албанские. Представляете, арбузы в культуре известны аж 4000 лет. Есть свидетельство о том, что арбузы уже культивировали в Древнем Египте, выращивали. Вообще-то арбуз сам по себе родиной из Южной Африки. Но вот в Древнем Египте масса источников, и в гробнице арбузы клали. Даже в гробнице Тутанхамона найдены семена арбуза для того, чтобы в загробном мире фараон жажду утолял. Всегда арбуз считался очень полезным для здоровья фруктом. Давайте посмотрим уникальный женский пляж. Уникальный он потому, что он лечебный. Здесь находятся серные источники, серный источник воды и еще много глины. Вход мужчинам запрещен. Ни один мужчина здесь не проходит летом. Пляж не просматривается ни с каких сторон. И только с водного пространства можно видеть, но женщины находятся очень далеко. Снимать запрещено, но так как мы с вами приходим не в сезон, мы снимаем. Здесь с правой стороны находится кафе-ресторан. Женщины, которые здесь отдыхают целый день, они могут здесь покушать. Здесь достаточно такие лояльные цены, недорого. Чувствуете запах? Чувствую запах. Катя, да. Как дети говорят, пахнет тухлыми яйцами. Сколько раз я бываю здесь на этом пляже, женщин. Вот представьте, да, вот вы видите эти площадки, здесь все полностью забито людьми. Смотрите, впереди, видите, труба. Это серный налет на камнях. Он такой липкий, скользкий. Здесь все место, оно пропитано этим серным источником. Вода серная идет здесь. Есть еще труба с серной глиной, но она закрывается на зиму. Знаете, чем лучше эта вода, чем Ессентуки? Здесь Лермонтова не убивали. Никакой день в Черногории не обходится без посиделок в кафане. А мы встречаемся здесь с Майо. Его семья щедро выложила в соцсети призыв приехать к ним в гости и собрать киви, которых в избытке, в обмен на другие фрукты или даже бесплатно. Фрукты, которые собирают всю зиму. Кладезь витамина С. А вы знаете, в наших выпусках рубрика о растениях постоянно. И вот мы с благодарностью здесь. Киви собирают всю зиму. Но о том, как мы справились с задачей, в одном из наших фильмов, где мы подробнее расскажем о семье Майо. Именно в Ульцине много возможностей для прогулки, как с детьми, так и с животными. Вот эта свобода очень пошла на пользу нашей собаке. И мы видим, что она просто счастливый человек, так сказать. А мы приехали, представляете, из нашего Питера, прекрасного. Я ничего не хочу сказать плохого о Питере, но вы знаете прекрасно, какой климат у нас, что такое большой мегаполис, как тяжело иногда находиться, особенно в большой семье с детьми. И вот когда мы приехали в Ульцин, именно в Ульцин, подчеркну, здесь открылись такие природные возможности, просторы. То есть этот простор, он просто... Синди у нас просто чуть, не знаю, у него выросли крылья на самом деле, потому что первое, что ей понравилось, это рыть песок, например, находить норы. Конечно, не Синди была причиной нашего переезда, а это, конечно, дети, их здоровье, их самочувствие. Но оказывается, для собаки это просто какое-то тоже спасение. Главная достопримечательность Ульциня – старый город с древнейшими укреплениями. Строилась крепость точно 2500 лет назад, это есть прямые доказательства. Конечно, эти стены, они гораздо более свежие. Уже венецианская постройка, потом турецкая, потом пиратская. Метра 2 точно здесь, тут довольно серьезные вот эти вот.
бойницы. Поселения в этих местах были уже много тысячелетий назад. А вот город основан примерно в V веке до нашей эры, выходцами из греческой Колхиды. Поэтому и назывался он Колхиниум. Вот эти камни, это прямое, вот эта кладка, это прямое доказательство тому, что городу больше, вот крепости больше 2500 лет, потому что это точная кладка иллирийского происхождения, наверное, не менее полуметра в высоту, примерно метр в ширину. Такие камни огромные, на которых держалось основание крепости. Устойчивость сооружений с циклопической кладкой достигается не раствором, а только силой тяжести камней. Это одна из тайн древности. Античные греки назвали так кладку, предполагая, что в древности только мифические циклопы могли двигать такие глыбы. Циклопические постройки относятся большей частью к бронзовому веку и обнаруживают их чаще всего на Средиземноморье. Ульцинем, Альциниумом, город стал при римлянах, которые захватили его в 163 году до нашей эры. А после распада Римской империи в составе Византии Ульцинь превратился в пиратское гнездо. Затем при сербских правителях был период расцвета, а в 15 веке сюда пришла Венецианская республика, и город стал зваться Дульчиньо. Время обеда. И, конечно, в первую очередь обсуждаем события, которые совсем недавно в прямом и переносном смысле потрясли все Балканы, а в особенности Албанию и Черногорию. Землетрясение в 6,4 балла было сильнейшим в истории Албании. Испугались? Я почему-то лежал, я вот первый раз в жизни землетрясения был участником. Вот я тоже первый раз кровать такой. такая, ну я так, землетрясение. Не стали спасаться? Ну, я как халатно к этому. Казалось, что у них очень много жертв, на самом деле. Они в шоке, потому что у них это землетрясение было сильнее, чем 79 года. То есть для них у них в 79 году погибло 35 человек, сейчас почти 51. А мы понимаем, что мы буквально в 20 километрах, и нам написала в WhatsApp телеканал «Звезда». Типа, так как вы очевидцы в зоне событий, можете дать интервью. Мы сейчас идем на пешеходную тропу, которая начинается от отеля «Альбатрос», и она доходит прямо до Великопляжа, до большого пляжа. Она лесная абсолютно, но это любимое место для прогулок ульцинян. Когда мы говорим ульцинян, почти всегда это будут албанцы. Вот, то есть у нас, наверное, 90% албанцев. 90, не 70, нет, больше. Вот, потому что черногорцев, сербов здесь крайне мало. Очень мало здесь и русских. То есть у нас стабильно живет где-то примерно 10-12 семей. Буквально здесь полчаса ходьбы по лесу. Это все как бы не так комфортно, потому что это пересеченная местность с сучьями, с разными камнями. Но тем не менее комфортно пройти. Несколько человек может пройти. Надо быть осторожным, то есть до темноты это все сделать. Но мы ходим почти каждый день здесь. Это такое место прогулок. Ульцинян можно знакомых встретить запросто. Козырей ни у кого таких нет. То есть у нас большая береговая линия, огромная, с пляжами. То есть ни у кого нет такого разнообразия пляжей, просто нереально. Ну, тут, видишь, молодежь ходит для обжималок. Понятно, место такое. Ну, тут очень моральный такой, мне нравится, дух в Ульцине. Очень все как-то, знаешь, чинно, очень все благопристойно. Летом мы в основном собираем морские плодовые здесь. То есть здесь много мидий растет вдоль тропы, ну, понятно, на утесах, на скалах, и рапанов. Мы земляки, оказывается, с Денисом. В таком виде мы Ульцин видим, наверное, последние 10 лет, которые есть, потому что все это будет, к сожалению, продано. Народ выходит на демонстрации, они против того, чтобы это вырубались, ну, естественно. Ну, это первая линия, естественно, это будет, наверное, отдано бизнесменам. Да, мультикультурность – это, наверное, такая особая такая характеристика сейчас нашего времени. Знаешь, что хорошо, что наши дети сейчас выбирают, например, контент на YouTube по качеству, не по языку, а по качеству. Это очень круто. Они могут смотреть западных ютуберов, потому что это прикольно. Но это сделано качественно. Или русских, потому что качественно, или местных. Это здорово, то есть у меня такого не было в детстве выбора. То есть если это сильно круто сделано, будут смотреть на том языке и будут учить английский, там, например, или немецкий, или сербский, или русский. То есть, ну, мне это нравится, что у них есть выбор быть мультикультурными, интересоваться чем-то. Когда они, имея уже какие-то начатки русской культуры, они приобретают что-то новое из новой культуры. И вот мечта нашей дочери, например, да, она говорит: мама, когда мы будем в Санкт-Петербурге, я обязательно схожу в Эрмитаж, это ее любимый музей, и Буцкамеру. Вот это вот венецианская
венецианская часть колодца, она достаточно красиво, симпатично была устроена, но в 1571 году сюда пришли уже османы, не будем называть их турками пока, и они просто, в принципе, взяли в управление себе этот город, но он не был никогда полностью османским, он был всегда под управлением пиратов. То есть можно сказать с уверенностью, что Ульцин это всегда был средневековый вольный город, подчинявшийся пиратам, разным пиратским капитанам. И несколько из них это известные люди, которые здесь до сих пор пользуются успехом. Представьте, после битвы 400 человек отборных пиратов поселились в Ульцине, собрали вокруг себя еще людей. То есть 400 человек это уже 20 головорезов собрали, 20 кораблей головорезов. Плюс еще кого-то местных набрали. И 20 кораблей эти терроризировали все местное население. Огромный объем торговли между Венецией, Дубровником, Османской империей, то есть Константинополем и другими частями Средиземноморья. То есть денег здесь было огромное количество, жили очень хорошо. Да, но говорят, что торговый флот Ульцина достигал примерно 300 кораблей в среднем. Вообще, вот, ну, как бы по наблюдателям. И даже конец 19 века наш исследователь Равинский, он говорил, что не меньше 150 кораблей было в Ульцине в тот момент. То есть для конца 19 века это много. С захватом территории Османской империи Ульцин на долгие века стал центром работорговли. В прошлом крупнейший на Адриатике центр торговли рабами. Мужчинам вход запрещен. Женский пляж Черногории. Ветрогенераторы – достопримечательность или угроза местной фауне. За сколько поедим в одном из ресторанов Ульцина? Какие плюсы видят русские в жизни в чужой стране? Площадь называется площадь рабов. Здесь на самом деле торговали рабами пираты, которые по всему Средиземноморью и дальше они грабили различные коммерческие суда, на них рабов, присваивали их себе и торговали вот в этих клетках, вот этих самых клетках содержались рабы. Ими торговали как раз с 16 века почти по конец 19, пока наконец-то все-таки общественность мировая не прикрыла. И вот доказательство вот этого рынка рабов. В Ульцине до сих пор живут чернокожие черногорцы. То есть, да, потомки тех самых рабов, к сожалению, которыми торговали, не уехавшие из Ульцина, живут здесь. То есть можно смотреть, они разговаривают на черногорском и даже воевали на стороне коммунистов в Вторую мировую, да. Вот это церковь-мечеть. Церковь классическая. Ну, это настолько классика в Черногории, что говорить нечего. Да, и минарет пристроенный, да? В 1571 году турки пришли в Ульцин. До этого это была частью Венеции. Но дело в том, что это всегда считалось венецианской территорией, и Венеция пыталась отобрать это от османского влияния, но больше от пиратского, то есть просто выгнать пиратов отсюда. Пираты были преимущественно, ходили под османами, преимущество мусульманского вероисповедания, но дело в том, что это были алжирские пираты, выходцы из Северной Африки. После музея приятно погулять внутри старых городских стен. Это действительно примета или для туристов? Да, албанцы не очень любят вот такие вот обереги. У них это просто везде. Когда бродишь по тесным улочкам, думаешь, как же местные жители мебель в дом заносят, ремонт делают. И вот неожиданность. Улицы, оказывается, не совсем уж и узкие. Я бы не поверила никогда, что он туда пройдет. Что в такую узкую щелочку. Это вам не такой велосипед здесь проезжает. Вы стремитесь к тому, чтобы русский язык дети в совершенстве знали ваши? Вы знаете, нет, я думаю, что у нас изменились реалии жизни, и я думаю, что важно, чтобы они овладели той культурой, в которой они сейчас находятся, то есть языком, литературой, какими-то знаниями. И я думаю, что русская культура от них никуда не денется. И я думаю, если они будут стремиться себя образовывать, всесторонне быть развитыми, то они рано или поздно столкнутся с русской литературой, культурой. Например, старший сын наш прочел всего Достоевского, что радует нас.
С городских холмов виднеются те самые ветряки. Мы обещали расспросить наших друзей об этом. Мажур называется эта гора. Да, и сейчас эти ветряки, это, конечно, отдельная туристическая достопримечательность. То есть туда можно приезжать. Слышали еще вторую инфу, что убивается популяция комаров. И дело в том, что под ними живут фламинго. Вот как раз это озеро соленое, где живут фламинго. Да. А горы это уже Албания. И мы реально за это переживаем на полном серьезе. Да, потому что им может не хватить комаров или чего-то там. Ну, в итоге популяция насекомых. Они живут или прилетают только? Они и прилетают, и живут. Живут у нас постоянно 100 особей и прилетают до 1000 фламинго постоянно. То есть это можно посмотреть. Сейчас это организовано. Их 23 вообще всего штуки количество. Они снабжают электричеством в основном Барскую и Ульцинские общины. Этой вырабатываемой электроэнергии вполне хватает и даже готовы что-то еще продавать. Инвестиции мальтийские. Строилось это около 2 лет. 23 года будет использовать эта мальтийская компания. Потом передадут правительству Черногории уже в долговременное использование. Вот какой сервис. Покупаем арбуз. На 3 евро по 50 центов вытянул у нас Ульцинский арбуз. Только что мы были на Бахче. И вот уже такой красавчик в руках у нас скоро будет. Нам владелец этого поля сообщил, что примерно 15 тонн собрано с вот такого небольшого поля за сезон. Сажают арбузы в конце весны, в начале лета. И вот сейчас, видите, они уже созрели, и уже практически не осталось плодов здесь. Самый большой арбуз в мире известен массой около 90 килограммов. Что касается производителей арбузов, больше всего арбузов производится в Китае. Ну вот так, в общем, все срочно едим арбузы. Очень они полезны, пока еще есть они у нас. Лена, вы как преподаватель русского языка здесь по профессии не скучаете? Вы знаете, здесь другие условия совершенно. И условия иммиграции, они жестче гораздо. И здесь приходится мириться с тем, что есть. То есть вы или находите официальную работу на тех условиях, которые вот, вам диктуют, или вы придумываете что-нибудь свое. Конечно, какая-нибудь мечта о школе у меня есть. Да, вот мне бы хотелось, например, чтобы школа была здесь, в Ульцине, и я была бы к ней как-то причастна. Но не вариант ездить в другие города. То есть мы думаем, Черногория такая маленькая, небольшая страна, но на самом деле, когда вы каждый день ездите, а я имею такой опыт, я работала в русской школе, в русском садике, и ездить каждый день это очень сложно. Мы спонсировали топливную компанию целый год. То есть пол зарплаты уходит у вас на бензин. Карбонара за мене. А еще беда? Бытует легенда, что этот пляж исцеляет женщин от бесплодия. И многие женщины по рекомендации своих врачей посещают это место с разных уголков нашей земли. Тут бывают женщины из разных стран. Из Германии я часто встречаю. Россия, Украина, Белоруссия, это, конечно, Франция, Голландия, Швейцария. Немцы очень любят это место. В этом году я даже видела американцев. И когда вы отдохнули, поджарились на солнышке, очень приятно облиться вот этой лечебной водой. Располагаются здесь на камнях. Вот на этих камнях, как правило, делают массаж. Вы можете заказать массаж, и также вас обмажут глиной полностью. 20 минут вы просыхаете на солнце и потом бросаетесь в эту серную, обогащенную серой воду. Серная вода помогает желудочно-кишечному тракту. Серные источники помогают для восстановления вашей кожи, ногтей, волос. То есть женщины сюда приходят отчасти за красотой. И вот это место нельзя выбирать, потому что на этих деревьях птицы, они делают помет. Да. И люди думают, что это глина. В общем, там располагаться не стоит. Да, там прям вот представляете на вас, вы там ничего не знаете, располагаетесь, вам уютно. Вход где-то 2 евро. Обмазаться глиной это где-то или 5, что-то от 5 до 7 евро. Это чисто женское место. И мне, конечно, немножко обидно, что мужчинам не достался этот райский уголок, но я надеюсь, в Ульцине много мест, где мужчины могут отдохнуть рядом буквально. Вы, кстати, часто на родине бываете? Раньше чаще, а сейчас вот как-то реже. И так получается, что мы живем в основном, как говорят, стально
здесь. Один предприниматель когда-то сказал на YouTube мудрую вещь: чтобы тебе начать что-то зарабатывать в другой стране, нужно 5 лет. Я не поверил, естественно. Но это реальная правда, если не больше. И постепенно вымывается тот круг общения, который был у тебя на родине. Сейчас уже есть другой круг общения, и все по-другому происходит, в общем. Вот представьте, буду, это 4 евро. Ресторан выбрали Елена и Алексей. И суп, и карбонара, салаты, и картофель с жареными кальмарами оказались невероятно вкусными. Ужин на всю компанию обошелся нам чуть более 30 евро, что значительно дешевле, нежели в ресторанах других городов на побережье Черногории. В 20 веке, в социалистический период, город развивался вокруг нескольких гостиниц, санаториев. Вот напротив этот полуостров, он по-сербски называется Ратислав, а по-албански Сука, как бы это ни звучало. Но суть в том, что вот здесь стоял большой пятизвездочный отель, построенный в 1939 году. Назывался он Ядран. И он определял развитие города. То есть город, в принципе, был выстроен вокруг него, вся инфраструктура. В 1979 году все это было разрушено сильнейшим землетрясением. Socijalne i dječje zaštite i 240 škola. Posebno su stradali kulturno-istorijski spomenici, a oštećeno je oko 350 km magistralnih i 200 km regionalnih puteva. Потом грянул период политических потрясений в Югославии, отделение Черногории, и регион долгие годы оставался в упадке. И вот, по словам Алексея, несколько лет как Ульцин начал возрождаться. Такого бума, как в Ульцине, нет вообще в стране. У нас за 2 года построено больше 100 многоквартирных домов. Больше 100. Ну, это нереально. Это дома все строятся. Вот смотрите, вот этот дом новенький абсолютно. Вот эта вся стройка, вся застройка, это последних 2 зим. Это миллионы евро на полном серьезе люди вкладывают. Какое ключевое отличие от остальной Черногории? Эта застройка в основном уже немецкая, швейцарская, итальянская. То есть инженеры, архитекторы, соответственно, материалы другие, мозги другие. Ну, вот, например, немец навстречу едет. Вот этой штуки не было, полгода назад, да, вот представьте. Как родители дошкольников мы не можем не поинтересоваться о детях наших героев. Как им нравится в местной школе, довольны ли родители. Для нас было одним из главных решений, почему мы сюда переехали, дать им возможность выбора, чтобы они увидели 2 мира, как минимум. Сейчас они смотрят еще и 3-й мир, это Западная Европа. И дальше какой выбор они сделают, это зависит уже от них. Языки преподают на очень хорошем уровне, очень. Она в гимназии, она изучает 3, соответственно, то есть она идеально знает черногорский язык, то есть она владеет 5 языками, просто учась в школе. То есть я сравниваю нашу, там, допустим, советскую школу, обычную, да, без углубленного изучения, конечно, не так все радужно выглядит. Конечно, если бы это были дети, изучали точные науки, было бы, наверное, тяжко. Но мы рады тому, что они могут выбирать, могут сравнивать, могут испытывать тот или иной мир, уклад и так далее. Вот это для нас главное. На этом на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Честно говоря, нам в Ульце не очень понравилось. Наверное, во многом это связано еще и с тем, какие у нас были спутники. Всегда приятно с умными, интеллигентными людьми в дружественной атмосфере находиться. И это, наверное, влияет на наше отношение к самому месту. Желаю и вам таких